Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Лечение атеросклероза народными средствами. Напоминаю, что данное видео имеет информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Сегодня я, как обычно, поделюсь с вами полезной информацией. Если вы еще не подписаны, то самое время подписаться и включить колокольчик. Ссылка на статью в описании. Лечение атеросклероза травами. Фитотерапия, как метод лечения, по мнению врачей, может быть эффективна при атеросклерозе. Лекарственные травы нередко используются в качестве вспомогательных средств для усиления действия аптечных препаратов, а также в виде основного метода терапии заболевания. Считается ошибочным мнение многих пациентов о необходимости принимать фитопрепараты, включающие в себя только одно растение. Если учитывать механизм возникновения и развития атеросклероза, для устранения заболевания потребуется несколько растений, обладающих рядом лекарственных свойств. Согласно рекомендациям специалистов, в список трав, которые помогут справиться с болезнью, должны входить растения, которые улучшают липидный обмен, способствуют увеличению просвета кровеносных сосудов, снижают вероятность развития спазма сосудов, снижает возможность возникновения и развития гипоксии, обладает разжижающим кровь эффектом, повышает тонус сердечной мышцы, обладает мягким успокоительным эффектом, содержит разнообразные витамины и минеральные вещества, полезные для организма больного. Исходя из изложенного выше, эффективное лечение атеросклероза возможно только с помощью многокомпонентных растительных сборов, в состав которых входит как минимум 3-4 растения. Примечание. 3 грамма сбора равняется 1 чайной ложке. Фитосборы для лечения начальной стадии атеросклероза. Ранняя стадия атеросклероза определяется не столько по симптоматической картине, сколько по результатам лабораторных исследований. На этом этапе врачи рекомендуют принимать следующие фитосборы, в состав которых входит небольшое количество трав. 6 граммов смеси из равных по весу частей корня одуванчика, стеблей, листьев и корней земляники лесной, листьев крапивы и мелиссы, залить 300 мл горячей воды и настоять в течение 1 часа. Выпить приготовленный настой в течение дня. Второе. 1 часть корней лопуха большого смешать с равными по весу частями листьев и стеблей укропа огородного, хвоща полевого и буквицы лекарственной. Полную столовую ложку сбора залить 1,5 стаканами кипятка, настаивать час. Употребить настой в течение суток равными пропорциями. Третье. Соединить 2 части соцветий боярышника и столько же листьев и соцветий тысячелистника с листьями березы и мати-мачехи. Их взять по 1 части. 2 десертные ложки сбора залить 2 стаканами кипятка и оставить на 3 часа в теплом месте. Утром и в обед выпить по 100 мл настоя, а вечером 200 мл за 1 прием. Четвертое. Созревшие плоды шиповника, листья лесной земляники и мяты перечной соединить с соломой овса. Все растения взять в равных по весу частях. Приготовить отвар из 1 столовой ложки сбора и 400 мл воды. Принимать его в течение дня перед едой по 100 мл за 1 прием. Пятое. Приготовить отвар таким же способом, как и в предыдущем рецепте, из смеси соцветий клевера и календулы, кукурузных рылиц и плодов обыкновенной рябины в равных частях. Принимать по 100 мл 3 раза в день перед едой. Шестое. 2 части по весу плодов боярышника соединить с соцветиями бессмертника, побегами лесной малины, не садовой, и листьями брусники, взятыми по 1 части по весу. Чайную ложку сбора заварить стаканом кипятка и оставить на 1 час. Выпить настой в 4 приема за день. Седьмое. Согласно предыдущей рецептуре приготовить настой из 2 частей смеси листьев брусничника и березы с 1 частью корней одуванчика и плодов боярышника. Принимать по четверти стакана 3-4 раза в день. Перечисленные выше отвары и настои необходимо принимать круглогодично, каждые 2 месяца заменяя один из них на другой, чтобы у организма не возникло привыкания. По истечении 1 года можно перейти на курсовой прием данных фитосборов. Дополнительные средства от атеросклероза на основе трав.
Помимо них специалисты рекомендуют начинать дополнительную терапию атеросклероза более сложными по составу и приготовлению сборами, лечение которыми проводится исключительно двухмесячными курсами раз в полгода. К таким средствам относятся следующие сборы для приготовления лекарственных настоев. Первое. Плоды шиповника и рябины соединить с овсяной соломой и листьями мяты перечной, земляники и манжетки в равных по весу пропорциях. Второе. Смесь плодов боярышника, травы перечной мяты и брусники, кукурузных рылиц, корней девисила и соцветия клевера в равных пропорциях. Третье. Соцветия арники, обыкновенной рябины и гречихи, трава укропа, росянки, пастушьи сумки и календулы смешать в равных по объему частях. Четвертое. Смесь из надземных частей мати-мачехи, омелы, тысячелистника, мелисы и душицы, плодов укропа, соцветий бессмертника, корней конского щавеля в равных частях. Данные сборы используются для приготовления водного настоя. 8 граммов травяной смеси залить 2 стаканами кипящей воды. Нагревать смесь в течение 15 минут на медленном огне. После чего емкость укутать и оставить на час. Принимать в течение суток по полстакана после принятия пищи. Исходя из наблюдений за пациентами, специалисты указывают на постепенное улучшение всех функций организма, которые так или иначе связаны с появлением атеросклероза. Настои рекомендуется принимать курсами, которые длятся не менее 1 месяца, 3-4 раза в год. Травяные сборы для восстановления липидного обмена. Нормализация липидного обмена играет едва ли не основную роль в лечении атеросклероза. Ускорить расщепление и выведение из организма жиров, а также предотвратить их отложение в кровеносных сосудах. Такими свойствами обладает соцветия бессмертника, розы, календулы, корни одуванчика, диаскореи, девисила, лопуха, а также наземные части, листья и стебли, овса, крапивы, омелы и других лекарственных трав. Помимо этого, нередко в рецептуре сборов можно встретить плоды конского каштана, шиповника, садовой яблони, укропа и боярышника. Чаще всего для устранения проблем с липидным обменом применяют следующие сборы из лекарственных растений. Первое. Корни диаскореи и одуванчика, соцветия розы и бессмертника, плоды шиповника и стебли с листьями овса, тысячелистника и крапивы в равных количествах. Второе. Корни и корневища девисила и одуванчика, плоды укропа, рябины и яблони садовой, соцветия календулы, трава пастушьей сумки и душицы обыкновенной в равных частях. Третье. Корневища растения девисил, побеги лесной малины и полевого хвоща, цветки розы и календулы, плоды каштана конского и рябины, кукурузные рыльца в равных по весу частях. Четвертое. Листья березы, земляники лесной, якорца, мати-мачехи и мелисы, плодов каштана конского и боярышника, побеги почечного чая и лугового клевера. Все взять в равных количествах. Согласно предлагаемой фитотерапевтами рецептуре, готовить лечебные составы от атеросклероза необходимо из полной столовой ложки заранее приготовленной смеси растений, обязательно в высушенном виде, и 400 мл горячей воды. Будущее лечебное средство необходимо нагревать на медленном огне, а еще лучше на водяной бане в течение 10 минут, после чего плотно закрыть посуду и оставить для настаивания на 1 час. Принимать приготовленные по такому рецепту отвары нужно 3 раза в день по 100 мл сразу после еды или спустя 30-40 минут после принятия пищи. Лечить атеросклероз лекарственными сборами, указанными выше, нужно курсовым методом. Каждый состав принимается в течение 2 месяцев. Между курсами делается перерыв в 3 недели, в течение которых больным рекомендовано пить отвары, рецепты которых изложены в предыдущем разделе статьи. Лекарственные сборы для пациентов с лишним весом. Наличие избыточной массы тела свидетельствует о нарушении обмена веществ, в частности липидного. Чтобы восстановить его и вернуть вес к нормальным показателям, фитотерапевты рекомендуют в течение 8 месяцев пить специальные сборы, улучшающие перистальтику кишечника и выводящие из организма избытки липидов. Чередовать различные сборы нужно каждые 2 месяца, чтобы не произошло привыкания.
Для того, чтобы восстановить вес и улучшить лабораторные показатели по липидам, потребуются следующие наборы лекарственных трав. Первое. Плоды шиповника, рябины обыкновенной и черноплодной, листья укропа, тысячелистника, березы, земляники, перечной мяты, буквицы и пастушьи сумки, соцветия сафоры и календулы, корни и корневища девисила. Второе. Листья мачи-мачехи, мелисы и душицы, земляники и полевого хвоща, брусники и крапивы, побеги почечного чая, плоды шиповника и укропа, соцветия календулы и рябины, корень лопуха. Третье. Плоды боярышника, шиповника и конского каштана, листья брусники, малины и послена черного, мелисы, росянки и душицы, корни одуванчика и конского щавеля, соцветия гречихи и розы, кукурузные рыльца. Четвертое. Солома овса, надземная часть листья с побегами якорца, мяты перечной, руты, буквицы и ежевеки, кожица яблочная, корневища диаскорея и цикория, плоды боярышника и шиповника, соцветия бессмертника. Готовят лекарственные отвары по классическому рецепту. На 1 столовую ложку сырья берется 350 мл горячей воды. Компоненты смешиваются и медленно нагреваются на водяной бане не более 10-15 минут. По истечению этого времени отвар оставляется в теплом месте на час, после чего его можно процедить и остудить для дальнейшего использования. Лекарственные сборы для улучшения мозгового кровообращения. В случае, если атеросклероз поразил преимущественно сосуды головного мозга, специалисты рекомендуют принимать отвары из растений, которые положительно воздействуют именно на мозговое кровообращение. К списку упоминаемых выше компонентов добавляется ива белая, болотный багульник, пустырник, сныть, донник, чистотел и сушеница. Сборы выглядят следующим образом. Первое. Листья якорца, мяты, мати-мачехи и багульника соединяют с корой белой ивы, кукурузными рыльцами, плодами боярышника и укропа, соцветиями обыкновенной рябины и корнями одуванчика. Второе. Цветки розы и бессмертника, побеги овса и малины, траву пустырника и лесной земляники соединяет с кожицей яблок и плодами шиповника. Третье. Побеги омелы и почечного чая, соцветия клевера и гречихи соединяют с травой укропа, сушеницы, донника и ежевеки, а также с плодами боярышника. Четвертое. Траву чистотела, душицы, пастушьи сумки соединяют с соцветиями гречихи и рябины, листьями сныти, березы и земляники, корой белой ивы и корневищами пырея. Приготовленный отвар следует принимать остывшим по половине стакана 3 раза в день, желательно после принятия пищи. Чаи для профилактики атеросклероза. Горячие напитки или так называемые фиточаи – это не только полезно, но и вкусно. При высоком риске развития атеросклероза врачи рекомендуют добавлять к привычной чайной заварке следующие смеси трав: корни одуванчика, девисила и цикория, плоды шиповника измельченные, листья малины и земляники, овсяная солома, плоды шиповника, крапива, мята и березовый лист, плоды рябины, наземная часть лесной земляники полностью, мелисса, розовые лепестки. Достаточно 3 граммов смеси, 1 чайная ложка на заварник, чтобы преобразить вкус напитка и наполнить его полезными веществами. Настаиваться такие напитки должны несколько дольше, чем обычный чай, около 15 минут. Чтобы он не получился слишком крепким, следует уменьшить количество заварки. При атеросклерозе важно уделить внимание комплексному лечению, так как одной фитотерапией справиться с заболеванием вряд ли удастся. Тем не менее, лекарственные травы будут способствовать более полному восстановлению нормального функционирования органов и систем. 2 народных средства от атеросклероза. Спиртовая настойка из цветков клевера. Готовится она следующим образом. 2 столовые ложки сухих цветов заливаются пол-литрами 40% спирта, можно водкой. Настаиваются 10 суток. После настой процеживается, и им можно поить больного по столовой ложке 2-3 раза в день в течение 3 месяцев. Потом необходимо сделать перерыв на 6 месяцев и опять все повторить. Еще одно средство – сафора японская от шума в ушах.
Заливаете половину или 1 чайную ложку сушеной сафоры японской стаканом кипятка. Настаиваете полчаса. Пить по 1/3 стакана 3 раза в день в течение 3 месяцев. Автор статьи – Соколова Нина Владимировна, врач-фитотерапевт. Благодарю вас за просмотр. Поделитесь моим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новое видео.